Всем привет! С вами Алла. Давайте посмотрим общий расклад. Зачем эта женщина за вами наблюдает? И с какой целью она вами интересуется? Итак, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И перед вами две колоды. Выбирайте. Это колода первый вариант, это колода второй вариант. Так, какая женщина за вами наблюдает? Тут какое-то новое знакомство. Здесь, может быть, у вас дружба была. Или френдзона. Здесь в длительный период могли просто то ли дружить, то ли просто как общаться как коллеги. Там может быть ваша коллега, клиентка может быть ваша. Здесь как-то все ваши поползновения она то ли обрубала, то ли как-то игнорировала. В общем, что-то тут происходило. Вполне возможно, что вы за ней пытались ухаживать, но она как-то вот вроде как и да, и вроде как и нет. Чего-то она тут как-то вот странно себя вела. А почему так? Ребят, тут, скорее всего, это работа. Поэтому она тут как-то держала такую вот субординацию. Да, она здесь играла в такую игру, типа я неприступная, не подходи ко мне, я очень серьезная. И вот как-то она так заигралась в эту игру, что она неприступная и серьезная, что в какой-то момент вы, видимо, подустали и перестали за ней ухаживать. И вот когда она это поняла, она здесь как-то так начала потом, то ли через дружбу, ну вот как-то через человеческие отношения, вот не прям как женщина проявляться, а как-то так аккуратненько начала проявляться к вам именно вот как человек. А как у тебя дела? А что там у тебя происходит? Ну вот как-то так, знаете, когда человек вот ведет себя двойственно. Ну, то есть ты не понимаешь, ты нравишься как мужчина или ты нравишься как человек. И вот как-то она так себя начала вести, что человек, ну, мужчина как бы здесь уже вообще запутался. Блин, как ты ко мне относишься? Вообще, кто я для тебя? А женщина здесь вот реально запутанная. То есть она себя так вела, потому что она не понимала, как вы себя ведете по отношению к ней, кто она для вас. Может быть, вы тоже чувствовали вот эту двойственность? Я думаю, что, скорее всего, вы чувствовали вот эту двойственность, и поэтому вы тоже себя так вели. Какие-то такие двойные стандарты здесь были. В общем, какая-то странная тут история. Знаете как, человек здесь почему-то и не да, и не нет до сих пор. У тебя есть другой? Ты боишься, что у мужчины кто-то есть? Она боится, что вы несерьезны. Да, она боится, что вы хотите просто какой-то интрижки. И она очень сильно боится к вам привязаться.
Почему-то она вас видит мужчиной, который легко влюбляется. Который как спичка загорается. И вот она боится, что, знаете, вот вы так, как спичка загорелись, и как спичка погасли. Она здесь боится, что вот вы слишком страстный, что у вас к ней нет глубоких чувств. И поэтому вот она как бы вас так придерживает, знаете, с одной стороны, вот вроде бы и не да, но и не нет. И вот пойми ее. При этом она за вами не то чтобы, знаете, наблюдает там в соцсетях, нет. Она может вас провоцировать, чтобы смотреть, как вы себя будете вести. Может вам говорить какие-то там фразочки и смотреть на вашу реакцию. Может вам даже выдумывать что-то, то, чего нет на самом деле. Вот это все для того, чтобы вас спровоцировать, чтобы вот понять, кто вы есть, и чтобы либо подтвердить себе свои догадки, либо опровергнуть. Но вот почему-то ей кажется, что вы несерьезный. Вот почему-то ей кажется, что вы то ли ловелас, то ли альфа-самец, то ли просто очень влюбчивый мужчина. Ну, как бы расклад общий, поэтому я тут все варианты вам перечисляю, что она может думать. Либо просто думает, что вы какой-то такой, знаете, как перекати поле. И вот по этой причине она вас не подпускает к себе. У кого-то может быть такое, что вы дружите, ну, типа дружите. То есть между вами такие якобы человеческие, теплые отношения. А на самом деле она вас постоянно будет провоцировать. То плечико оголит, то такая, знаете, там вот как-то спровоцирует вас на какие-то мужские такие выпады. То как-то так страстно на вас может посмотреть, а потом скажет, ну что ты, я такого не имела в виду. В общем, как-то так, ребят. Вот такой вот первый вариант получился. Здесь она не втихаря за вами подсматривает, здесь она вас просто будет провоцировать, для того, чтобы понять, какой вы есть на самом деле. Так, это был первый вариант. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал для заказа личных гаданий. Мои контакты на экране, вы уже про это знаете, поэтому пишите мне, спрашивайте, отвечаю в переписке. Так, двойки, ну смотрите, уже сама по себе выпала, вот я ее оставлю как сигнификатор. Ой, тут женщина прям что-то такая злая на вас. Вот тут, видимо, не выходите на связь во втором варианте. Наверное, вы тут молчите. Да, и женщина тут не знает, что думать. Видимо, раньше вы очень активно проявлялись. Может быть, очень активно звонили, писали, ухаживали. Вот вас как-то было очень много в ее жизни. А сейчас, видимо, вы исчезли, и она вообще не понимает, что происходит. И знаете как, здесь нет вообще ни малейшего понимания, почему так. Видите, сидит в королеве мечей. Ну, у кого-то отыграется это как темноволосая, темноглазая. У кого-то отыграется как то, что вот она сидит такая вся в состоянии «нет, ни за что, буду молчать, буду скрипеть зубами, но не дам знать, что я в тебя влюблена». Угу.
упрямая женщина. Упрямая и такая, знаете, очень обидчивая. Не так посмотрел, все, хана тебе. А тут еще и не звонит, и не пишет. То есть тут прям вселенская обида на вас сейчас. Ребят, ну смотрите, когда женщине плевать на мужчину, она на него так обижаться точно не будет. Ей вообще плевать будет. Ну, не звонишь, да и не звонишь. А тут вот прям очень обидно. А тут прям ждет. Ждет вашей активности, да, ждет, что вот вы появитесь на связи, а вы тут, видимо, не появляетесь. Она тоже не знает вообще, что думать. Ну, тут она никак не наблюдает за вами, тут она больше обсуждает вас. Тут, видимо, это королева жезлов, это какая-то его подруга, приятельница. Вот они вам перемывают тут кости. Да, тут какие-то строятся догадки о том, почему это может быть. Ну, она считает, что это все, это конец. Ну, типа вы плохой мальчик, редиска. Она считает, что это манипуляция. Ну, скорее всего, что так и есть с вашей стороны. И она не ошибается. Здесь женщина считает, что как бы вы специально так поступаете, вы специально вынуждаете страдать, ждать. Она считает, что, знаете, вы как осадой ее берете. Вот как раньше там города осаждали, да, там месяц войска были под городом, чтобы там население уже вымерло от голода и сдалось. Вот она считает, что вот вы вот так вот пытаетесь ее взять осадой. Типа, чтобы вот она там, крыша у нее начала ехать, и она вышла на связь. Здесь подруга очень сильно подливает масло в огонь. Это какая-то тут приятельница ее. Да, и вот тут вот подруга, она, конечно, мутит воду очень сильно и очень сильно нагнетает обстоятельства. Типа, да нафиг он тебе нужен, найдешь себя лучше. Вот такое тут есть. Да, здесь подруга ее уговаривает вообще забыть про вас и не морочить себе голову. Знакомиться с другими мужчинами. У кого-то, кстати, может отыграться, что ее подруга даже и свидание устраивает с другими мужчинами. Ну, типа, пошли, давайте с кем-то познакомлю, да забудь ты его. Нафиг он тебе нужен. Здесь вот про это. Но пока что вот она все-таки настроена на вас. Здесь женщина все-таки ждет. Ждет, что вы как-то одумаетесь и перестанете ее наказывать. Здесь женщина считает, что вы ее наказываете своим молчанием, что вы ее таким образом как бы типа воспитываете. А она считает, что нет, со мной так нельзя, и я тебе тут докажу, что так со мной нельзя. Потом, ребят, ну тут похоже, что вы как два барана, которые уперлись, и никто никому не хочет идти навстречу. Поэтому на сейчас вряд ли тут что-то получится. Потому что, да, нужен, да, залипла. Но на поклоны к тебе не пойдут. Тут она почему-то вот так это воспринимает. Чувства есть. Именно поэтому, типа, я не дам собой манипулировать. Вот она уверена в том, что вы с ней сейчас соперничаете, манипулируете и пытаетесь ее построить. Вот она вам доказывает, что нет, не построишь. Вот такая тут картина.
Так что, двойки, кто себя узнал, кому нужна помощь и подсказки, это уже обращайтесь за личным гаданием. И там уже разберем, что дальше делать с вашей упрямой женщиной. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Я в переписке расскажу, как проходит личное гадание и что для этого нужно. Кто себя узнал в общем раскладе, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И всем пока!